Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня хочу предложить вам связать стильный джемпер красивейшим узором, словно, знаете, из арабской сказки. Посмотрите, вот я приблизила специально картиночку. Такой мелкий сетчатый узор, прост и необыкновенно заманчив. Вяжется элементарно и, в общем-то, могу его порекомендовать начинающим мастерицам. Девочки, красивый джемпер просто идеальный вариант для летнего времени. Посмотрите, он очень стильный, такой нежный цвет у него, кофейно-шоколадный, да, приятный, под загорелое тело вообще смотрится шикарно. Вот. И, в общем-то, я думаю, быстро свяжется, поскольку узор совсем простой. В общем-то, интересная модель, которая будет полезна, в принципе, на любой возраст. Его можно рассматривать, вязать под маечку, под брюки. Вообще просто супер-супер смотрится. Да? Такой цвет еще редкий, все-таки шоколадный, очень красивый. Сегодня у нас будет разбор этой модели на размеры 42, 44, 46, 48 и 50, 52. Я буду показывать вам несколько вариантов пряжи, и мы, в общем-то, будем делать с вами расчеты. Свяжем вначале образец узора, а потом рассчитаем плотность вязания, и пойдут мои детальные расчеты по размеру. И кроме этого у нас, конечно же, будет составлено описание в виде текста, которое я выкладываю под видео. Пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Итак, девочки, для вязания этого красивого узора, этого джемпера, я предлагаю пряжу фирмы Ethrafil Pumucklu Baby по лицензии Италии, турецкая пряжа. У нас с вами, смотрим, давайте, 100 грамм, 260 метров, полухлопковая пряжа с 55% хлопок и 45 акрил. Спицы я использовала 3,5. И у нас с вами вот таким образом смотрится наш ажурный узор. Посмотрите, какой он роскошный. Вы только посмотрите, как это красиво смотрится. Согласитесь, просто завораживает взгляд красота этого узора. К тому же он очень простой. Вы видите, здесь простейшие такие элементы вяжутся. Сочетание лицевой изнаночной глади и накидов, да, и в общем-то в целом смотрится как красивый какой-то такой, знаете, из арабской сказки, красивый арабский узор. Вот что я хотела бы вам показать и продемонстрировать эту красоту. Это очень красивый мелкий узор, который вы можете использовать не только для вязания джемпера, который мы будем сегодня разбирать, но и для вязания какого-то топа, маечки. Очень красивый узор. Или пуловера, жакета какого-то летнего. Смотрите, какая красота получается. Девочки, давайте сейчас я вам покажу альтернативную пряжу. Так, пряжа альтернативная у нас с вами. Мне очень нравится пряжа Yarnart Baby Cotton. Это тоже полухлопковая пряжа, 50 грамм хлопок, 50 акрил. Это тоже турецкая пряжа, 50 грамм, 165 метров. Но по толщине она мало чем отличается от той, которую я сейчас вязала. Вот я вам показываю две ниточки, да, вы видите. В общем-то, она мягче, чем Ethrafil, мягче. Вот, и, в общем-то, красиво будет смотреться. Так, дальше. Следующая у нас. Вот эта пряжа Alize Cotton Gold, тоже турецкая пряжа. Хорошо подойдет 100 грамм, 330 метров. И это тоже полухлопок. Вы впишетесь в нашу плотность. Далее, девочки. Yarnart Jeans.
Сюда же подходит очень хорошо, это тоже в 50 грамм 160 метров, и тоже полухлопок, тоже та же самая толщина. Прекрасно можно заменить, цвет любой, какой вам нравится, выбирайте. И еще одна есть пряжа, тоже фирма Этерофил, Амигуруми называется, тоже по итальянской лицензии, очень хорошего качества пряжа. Мне она нравится, нежная, по толщине. Давайте посмотрим. Ну, там такая же, собственно, будет. Смотрите, вот у нас 60% хлопок, 40 акрил и 145 метров в 50 грамм. Пряжа тоже великолепно смотрится. Так, ну и наш узор. Наш узор, который просто завораживает взгляд. Очень красивый, нежный, необычно рельефный. Всем рекомендую, девочки, обратить на него внимание. Просто находка для истинной вязальщицы. Редко такие узоры встречаются. Легкие и в то же время очень богато смотрящиеся. Очень выигрышный такой вариант узора. Богатый и простой. Давайте сейчас посмотрим схему этой красоты. Так, схема узора выглядит таким образом. У нас с вами 8 рядов в высоту и 4 петли в ширину составляет раппорт. Мы будем ее сегодня вязать. Про условные обозначения. Вертикальная черточка – это лицевая петля, горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Вот эта стрелочка вверх – это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Подкова – это накид. Стрелочка вниз – это 2 вместе лицевой с наклоном влево. И вот эта галочка с цифрой 2 – это 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот и все условные обозначения. Все. Далее у нас есть выкройка. Это выкройка родная. Здесь родные размеры, они соответствуют. Я вот постараюсь вам показать. Поэтому делайте скрин экрана, девочки. Здесь по размерам все расписано. Вот. И по ним же я буду сегодня рассказывать объяснения. Мои будут расчеты строиться именно по данным меркам, которые указаны на этой выкройке. Так, и у нас составляется вот это описание, которое я выкладываю под видео. Естественно, на русском. И здесь есть все размеры. Обосновываю я вам все цифры, которые мы с вами будем сегодня вот здесь вот в описании писать, обосновывая, откуда они взялись. И, в общем-то, все читайте под видео в виде текста. Я, конечно, это читать не стану. Так, ну а сейчас приступаем к вязанию образца узора. Для вязания этого узора нам понадобится набрать 43 петли. У меня можно сделать любое количество, кратное 4 петель набрать, плюс 1 петля для симметрии, плюс 2 кромочные. В моем случае у меня 43 петли. Итак, у нас с вами четная сторона является лицевой для данного узора, а нечетная сторона является изнаночной стороной. Вяжем с вами первый ряд следующим образом. Кромочную снимаем. И первая петля у нас это для симметрии. Вяжется лицевой. Затем вяжем просто обычную резинку 1 на 1. Начинаем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Это был раппорт узора. 4 петли. Повторяем, девочки, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Связали второй раппорт. Изнаночная, лицевая, третья и так далее. То есть обычная резинка. Итак, наш с вами второй ряд узора вяжется следующим образом. Кромочная и вяжем обычную резинку. То есть как у нас петли смотрят, так мы их и вяжем. Вот у нас идет изнаночная первая петля, потом лицевая. Потом опять изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вяжем, девочки, второй ряд, как смотрят петли. Третий ряд у нас вяжем. Первая петля вяжется лицевой для симметрии. Начинаем раппорт узора. Делаем накид и
3 вместе надо провязать одной лицевой с выделением центральной петли. Для этого я первые, вторые петельки меняю местами, так что у меня первая петля за работой, а вторая петля поверх нее накидывается, и все 3 вместе я провязываю одной лицевой. Затем идет накид, лицевая, раппорт связан. Второй раппорт такой же идет: накид, 3 петли вместе с выделением центральной петли вяжем лицевой. Снова накид, лицевая. Связали второй раппорт на 4 петлях. Третий раппорт снова накид, 3 петли вместе одной лицевой с выделением центральной петли вяжем, накид, лицевая. Следующий раппорт накид, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли, накид, лицевая. И так далее. Продолжаем до конца ряда. 4-й ряд вяжем. Смотрите, следующим образом: кромочная, изнаночная, и там, где накиды, вяжем лицевые. Снова изнаночная, лицевая, накид провязываем, изнаночная, накид, лицевая, изнаночная, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так до конца ряда. Понятно, да? 5-й ряд нашей с вами изнаночной стороны мы формируем изнаночной и вяжем следующим образом: кромочная, лицевая для симметрии, начинаем раппорт узора, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Раппорт на 4 петлях связан. Вяжем второй раппорт, также изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Иными словами, девочки, мы вяжем обычную резинку. Я сейчас не буду никакие раппорты выделять, я просто буду вязать изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть у нас идет резинка 1 на 1, весь 5-й ряд. Вяжем до конца самостоятельно. 6-й ряд. Девочки, 6-й ряд мы вяжем обычной резинкой, как он на нас смотрит. То есть мы вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть как на нас смотрят петельки, так мы и вяжем до конца ряда. Обычная резинка 1 на 1. Вяжем с вами 7-й изнаночный ряд следующим образом. Снимаем первую петлю кромочную и далее вяжем. Первая петля у нас 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем вяжем накид, лицевая, накид и 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. То есть я также меняю местами первую, вторую петельку. Первая за работой, вторая поверх нее накидывается, и все 3 вяжу одной лицевой. Вот у нас с вами связан раппорт узора. Тут вот у нас, вы поняли, да, необычное было для симметрии лицевой, я использовала для того, чтобы уравновесить создавшийся накид. То есть так у нас будет вязаться только первый раппорт. Второй раппорт также вяжем, смотрите, накид, начинается он с накида, лицевая петля, снова накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, вяжем 3 вместе одной лицевой, связали второй раппорт, опять накид, лицевая, накид, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли, снова накид, лицевая, накид, 3 вместе с выделением центральной петли, вяжем так. И опять накид, лицевая, накид, 3 вместе, лицевой с выделением центральной петли. Таким образом мы повторяем накид, лицевая, накид, и так до конца ряда 3 вместе с выделением центральной петли. Продолжаем. И в конце 7-го ряда у нас с вами вяжется после накида не 3 вместе, а 2 вместе с наклоном вправо. 2 вместе одной лицевой вяжутся с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. Так, теперь у нас 8-й ряд, девочки. 8-й ряд мы вяжем обычной резинкой. То есть начинаем
Кромочную сняли и вяжем. Изнаночная, накид, лицевой вяжется. Опять изнаночная, накид, лицевой. Изнаночная, накид, лицевой. Изнаночная, накид, лицевой. И мы таким образом продолжаем вязать 8 ряд, чередуя изнаночная, лицевая, чередуя изнаночная, лицевая. Довязываем, давайте самостоятельно до конца. На этом раппорт узора полностью связан, 8 рядов. Повтор идет с первого ряда узора. Сейчас наша задача, девочки, сделать влажную тепловую обработку образца, чтобы измерить плотность вязания. Итак, горячим паром обдаем наш образец. И во влажном состоянии тянем его. Тянем энергично. По вертикали, по горизонтали. Еще раз. Так, нам надо его хорошенько расправить. Итак, пусть сохнет полотно. Итак, наше с вами полотно высохло, девочки. Вот таким оно красивым стало. Очень красивый, необычный узор, согласитесь. Я просто в восторге. Какая-то прям такая сеточка, но она такая необычная. Итак, давайте берем простую нашу линеечку и измеряем ширину полотна. 21 сантиметр. У нас 43 петли участвовало. Давайте 43 петли разделим на 21 сантиметр. Плотность у нас получается ровно 2. То есть в 1 сантиметре, я запишу, у нас получилось 2 петли. В 1 сантиметре 2 петли. Далее по вертикали плотности. Так, также у нас все лежит, да? Мы измеряем высоту полотна. 17 сантиметров. И надо сделать нам расчет плотности. Давайте считаем, сколько рядов связано. Девочки, здесь 40 рядов связано и 17 сантиметров. 40 разделить на 17 сантиметров получается 2,35. Это у нас плотность по вертикали. Давайте запишем в 1 сантиметре 2,35 ряда. С этими цифрами сейчас будем строить расчеты. Итак, девочки, мы будем сегодня с вами составлять описание вот по такой выкройке. Это родная выкройка, разработанная дизайнером, который, значит, придумал эту модель. Будем составлять описание на размеры российские 42, 44, 46, 48, 50, 52. И начинаем мы традиционно с того, что сколько петелечек мы набираем. У нас здесь будет небольшая импровизированная планочка нижняя, всего 1,5 сантиметра, 4 ряда. Мы будем вязать резинкой 1 на 1 и сразу перейдем к нашему узору. Раппорт узору мы только что вязали 4 петли. Вот, и 1 петля у нас для симметрии, плюс 2 кромочные все время будет добавляться. Как видите, форма очень интересная, то есть здесь у нас узко, а затем вот такое вот расширение идет полотна на все размеры. Значит, набираем мы для первого размера 87 петель, это 21 раппорт по 4 петли. 1 петля для симметрии, как мы вязали с вами, крайне правая. В образце вязали, плюс 2 кромочные, да? Второй размер 95 петель. Это будет 23 раппорта по 4 петли. 1 петля правая, крайне правая для симметрии, плюс 2 кромочные. И для третьего размера будем набирать 103 петли. И это 25 раппортов по 4 петли, плюс 1 петля для симметрии и 2 кромочные. Вот таким образом. Девочки, у меня очень подробное описание будет выложено под видео. Здесь я просто поясняю, откуда берутся эти петли и как распределить узоры. Так,
Теперь на вырез горловины приходится 41, 43, 45 петель, 41 петля. Так, складывается из того, что вот вы видите, ширина стоит у нас, да? Мы с вами только что считали плотность. Так, вот эту ширину 20 сантиметров на первый размер мы умножаем на плотность по горизонтали 2 и получаем 40. Нам надо взять нечетное число, поскольку у нас принимает участие в наборе нечетное количество петель. Далее, девочки. Далее мы будем с вами, дойдем до определенного размера в сантиметрах. Это будет 15, 13,5 и 11,5 в высоту. Сразу переводим все эти мерки в ряды с помощью вертикальной плотности. К примеру, 15,5 надо умножить на вертикальную плотность. Мы ее только считали 2,35 ряда. Давайте умножим. Итак, 15,5 сантиметров на 2,35 плотность. Это будет 36 рядов. 36 рядов. Итак, любой вертикальный размер надо переводить в ряды. Для чего? Дело в том, что после стирки изделие вытягивается очень сильно. Вот, и будет не та длина, которую вы запланировали. Для этого применяют вот этот коэффициент плотности. И, в общем-то, его надо успешно применять. Обязательно считайте ряды. Не надо ничего мерить сантиметрами. Так, далее у нас идет скос. Прибавка составит 7 петель на все размеры. Должно получиться 103, 111, 119 петель. Вот. И прибавка это будет на высоту 62 ряда. То есть в моем случае это 26,5 сантиметров. Это 62 ряда составляет. Также я посчитала с помощью вертикальной плотности. Сантиметры умножил на вертикальную плотность, получилось 62 ряда. Далее, девочки, прибавка составит в каждом 8 ряду. Скос я считала 62 ряда, разделила на 7. Получилось 8 рядов. Так. (62 разделить на 7). Видите, ну практически 9, но в каждом 8 ряду прибавка. Так, далее у нас идет с вами формирование выреза горловины по переду, по спинке. Все одним махом закрываем. Количество петель, как я уже говорила, на вырез придется 41, 43, 45. И все, что осталось, это петли плеч 31, 34, 37 петель по размерам. Как сформировать вырез горловины, будет в описании под видео. Читаете там, я рассказываю, как закруглить это все красиво. Здесь я сейчас заострять внимание не буду. Теперь давайте к рукаву перейдем. Также мы, как и по спинке переду, у нас маленькая будет планка, нижняя 4 ряда резинкой 1 на 1. Затем переходим к узору. Располагаем на 55 петлях. Узор второй размер 59 петель, третий 63 петли. Как вы видите, у нас с вами разница в один раппорт, да, 55 петель, это 55 отнять 3 петли, это 52 петли, деленное на 4, это 13 раппортов. Будет 13 раппортов, плюс 1 петля крайне правой для симметрии, плюс 2 кромочные. То же самое касается других размеров. Второй размер 14 раппортов по 4 петли, и третий составит 5 раппортов по 4 петли, плюс 1 петля для симметрии, 2 кромочные. Вяжите, 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 девочки. И на определенной высоте, тоже об этом будет подробно рассказано в описании. Вот тут высоты стоят. Общая высота рукава у нас 46,5, вы видите, да, сантиметров. Очень индивидуальная мерка. Будьте внимательны. Обязательно перемерите для себя эту длину, так же, как и длину изделия. Ее несложно посчитать. Пожалуйста, 59 плюс 1,5, ну это 60,5 сантиметров, да. Так, далее скос. Скос рукава. Нам необходимо будет вот от этого количества петель перейти
к ширине, которая составит у нас пройма рукава. То есть это будет 34 сантиметра, 38 и 42 сантиметра в широкой части рукава. В петельном эквиваленте это 69 петель, 77 и 85. Как считала, ну также 34 надо умножить на плотность 2, получится, в общем-то, 69 петель. Так, и скос. Высота скоса у нас тут будет тоже разная в зависимости от размера. Считала я, давайте вот на примере, например, третьего размера, вот стоит высота скоса 29 сантиметров, да? Мы берем, сразу переводим в ряды, это 68 рядов. Нам надо прибавить 11 петель по скосу. То есть я из 85 петель вычла 63, это 22 получается, и делим на 2 скоса, это будет 11 петель по скосу. На высоту скоса 68 рядов. 68 надо разделить на 11 петель, которые будем прибавлять. 68 на 11, и это будет в каждом шестом ряду прибавка. Понятно, да? Как считаем скос. Вот и все, мои дорогие. В принципе, нет ничего сложного в этом изделии. Читайте описание под видео, очень подробно я там рассказываю обо всем, о чем сейчас пытался вам кратко рассказать. Вот. Я желаю вам удачи, до новых встреч!